Вы на канале Farm for Farm, и меня зовут Левантана. Первое место для фарма находится в Хиджале. Подземелье «Огненные просторы». Обязательно смотрим, чтобы был включен 25 героек. Также обязательно используем зелье поиска сокровищ. В данном подземелье мобов довольно-таки много, и они могут нанести вам неплохой урон. Поэтому ваш персонаж должен быть не меньше 50 уровня и иметь небольшой гир. В идеале это должен быть друид-спидстер. Ваша цель – как можно быстрее сделать круг, убивая всех мобов, попутно лутая их, как на видео. И обязательно нужно смотреть, так как после убийства некоторого количества мобов начинает ходить босс. Его ни в коем случае убивать нельзя. Со всех мобов падает чистое золото. Много серого, хлама, зеленки, синьки и эпиков. А также благодаря зелью поиска сокровищ мы лутаем множество сундучков с различными довольно ценными реагентами. После зачистки всех мобов вам понадобится выйти из подземелья, нажать на иконку своего персонажа и выбрать пункт «Обновить все подземелья». И если вы не убили ни одного босса, у вас в чате появится надпись, обозначающая, что вы обновили данное подземелье. После этого повторяйте данную процедуру 10 раз, пока не упретесь в ограничение 10 подземелий в час. И вот итог. За 10 заходов, на которые ушло порядка 50 минут, что мы имеем? Много различных реагентов, зеленки, синьки и эпика. Часть эпиков я продаю вендору. Какие-то распыляю, а посох и кинжал оставляю для продажи на аукционе. Сундучки открываю пробным персонажем, разбойником. Если вы имеете прокачанного разбойника, можете открыть с помощью него. Так как зеленка стоит мало, единственный способ заработать с нее – это распылить ее. Как я сейчас и сделаю. Чисто голды с мобов и продажи серых предметов, а также ненужных эпиков получилось 2809. С открытия 12 сундучков получилось 367 золотых, а также 16 зеленых шмоток. С распыления 16 шмоток получилось у нас 40 гипнотической пыли, а также 11 великих божественных субстанций общей стоимостью более 900 голдов. Ну и количество всех остальных реагентов, которые мы получаем из сундучков поиска сокровищ, вы можете видеть у себя перед глазами. И итоговая сумма, полученная за 50 минут, 19 412 золотых. Для распыления вы можете использовать свежесозданного персонажа. Я это делал персонажем 10 уровня, просто взял наложение чар и смог распылить все шмотки, которые выпали мне в данном подземелье. Следующее место находится в Пандарии, вечно цветущем доле. На самом верху дворца Могушан находится палата хранителей истории. Разговариваем с хранителем истории Хана и просим рассказать об ужасе, надвигающемся на сердце страха. Тем самым зарегавшись в первый квартал рейда «Сердце страха». Далее требования все те же. Минимум 50 уровень, какой-никакой гир, желательно спидстер. Быстро бежим, убиваем мобов и лутаем их. Не трогая первого босса, покидаем группу. И по новой. И так, пока не упремся в ограничение 10 заходов в час. На 10 заходов у меня понадобилось 18 минут времени. Не имея друида спидстера, у вас получится немножко дольше. И вот конечный результат. Зеленку не было смысла распылять, поэтому я ее продал вендору. Следующее место находится также в Пандарии, а именно вершине Кунлай. Здесь нас интересует подземелье Могушан. Ставим также 25 героек и заходим. Здесь нас интересуют мобы перед первым боссом. С них падает серое барахло и частица гармонии. Агрим их и убиваем, не трогая первого босса. После этого лутаем и выходим из подземелья. Повторяем данную операцию снова и снова, пока не достигнем все тех же 10 подземелий в час. 10 заходов. На 10 заходов у меня ушло 9 минут времени.
И результаты вы можете видеть у себя перед глазами. Зеленый шмот не было смысла распылять, поэтому я его просто продал Виндору. А если данное видео оказалось вам полезным, с вас лайк, подписка, а с меня новое видео. До встречи, пока.